Мир вам и милость Всевышнего, друзья! Сегодня я решила вам предложить самый простой и в то же время самый удачный рецепт пышных пончиков. Пончики, приготовленные по этому рецепту, получаются настолько вкусными, что невозможно Итак, в теплое остановиться на молоко одном. добавляем дрожжи, добавляем сахар, яйца. Все это До однородного перемешиваем. состояния. Не нужно ждать нам, пока масса начнет подниматься. Мы замесим все Все это сразу. быстро-быстро перемешиваем. Добавляем мягкое сливочное масло, ванилин и щепотку соли. Масло нет необходимости растапливать, оно просто должно быть мягкое. И добавляем муку порциями по чуть-чуть. Муки у меня отвешено 600 грамм на этот рецепт, но смотрите сами по состоянию теста, чтобы оно не было забитым, я добавляю в 2-3 этапа. Яйца могут быть разной величины, и на 10, 20, 30 грамм может понадобиться меньше или больше. У меня в этот раз осталось примерно 30 грамм муки. Сначала изначально я замешиваю лопаточкой, потом, когда уже подходит конец замеса, перебиваем все руками. Тесто любит руки, как говорится, это на самом деле так. Замешивайте Но до если есть мягкого желание, можете состояния, замесить тестомесе, чтобы оно стало эластичным, податливым. Как замесите тесто? Накройте его и оставьте, в течение часа оно должно подняться в 2-3 раза. Тесто у меня постояло минут 40. Смотрите, как оно уже поднялось, какое оно пышное, податливое, мягкое тесто. Не забывайте подпылить поверхность рабочую. Разделим для удобства на 2 части. Закатаем хорошие колобочки это тесто. И начнем раскатывать. Одно тесто отложим под пленочку, чтобы не заветрилось. А второй колобочек будем раскатывать толщиной не более полсантиметра. Все, мы уже достаточно раскатали тесто и подходящим стаканчиком вырезаем кружочки. У меня диаметром 5 сантиметров. Вы можете сделать чуть больше, чуть меньше. Вырезанные кружочки необходимо отложить, положить под пленку их, чтобы они не заветрились. И подождем как раз чуть-чуть, чтобы они поднялись. В это время мы быстро раскатываем второй кружочек теста. Как мы используем все тесто, вырежем все кружочки, то я сразу начинаю жарить, потому что первая партия кружочков уже подошла. Из первой партии обжариваем и доходим до последнего. Делается это довольно быстро, так что время у вас займет это немного. В конце раскатки уже можно поставить масло на средний огонь, не меньше сантиметра-полтора, чтобы было оно, чтобы наши пончики плавали в масле. И на средний огонь разогреваем, раскладываем пончики, чтобы было место им поплавать, так сказать, не очень плотно. И периодически переворачиваем. На среднем огне они жарятся с каждой стороны по 3-4 минуты. Крутим их, они становятся такими круглыми, пышными. И обжариваем до последнего пончика. Прежде чем вытаскивать пончики, постелите салфетки и бумажное полотенце, чтобы лишнее масло впиталось в них. Посмотрите, какая гора пончиков получилась из этого количества, какие они пышные, мягкие внутри. Для сладкоежек нужно посыпать
сахарной пудрой. Если вы не любите очень сладкое, то, конечно, можно и обойтись и без нее. Посмотрите, какие кругляши, пухляши получились. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту, и я уверена, что он будет один из любимых у вас. Готовьте с удовольствием. Спасибо за просмотр. Если был полезный рецепт, подписывайтесь. Жду отзывов. Спасибо. Всего хорошего.